Каждый день один и тот же большой бурый медведь нес еду в старую заброшенную хижину глубоко в лесу. Лесник заметил это случайно и сначала решил, что где-то рядом его берлога. Но что-то в поведении зверя было странным. Медведь шел осторожно, будто оберегая кого-то. Любопытство не давало леснику покоя, и однажды он решил проследить за ним. Он тихо подошел к хижине и заглянул внутрь. И когда он увидел, кому именно медведь приносил еду, у него перехватило дыхание. Вечерний лес медленно погружался в туман. Воздух пах хвоей, сырой землей и прелыми листьями. Петр Степанович возвращался с обхода, когда услышал тихий треск ветки и остановился. Из-за деревьев появился крупный бурый медведь. Его густая шерсть золотилась в лучах заходящего солнца. Но больше всего лесника удивило другое. В пасти зверь нес сверток, завернутый в старую ткань. Это точно была не добыча. Медведь шел быстро, но осторожно. Иногда останавливался и прислушивался к лесу. Казалось, он точно знает, куда идет. Петр Степанович пригнулся и тихо пошел следом. Тропа вела к окраине леса, где много лет стояла старая заброшенная хижина. Крыша местами провалилась, стены потемнели от времени, а дверь висела на одной петле. Медведь подошел к ней, оглянулся и тихо вошел внутрь. Лесник спрятался за кустами. Сердце билось быстрее. Он не мог понять, зачем зверю тащить еду в пустую хижину. Но любопытство оказалось сильнее. Он осторожно приблизился и слегка толкнул дверь. Она тихо скрипнула и приоткрылась. Внутри пахло сыростью и старым деревом. Но к этому запаху неожиданно примешивался аромат свежего хлеба. Петр Степанович сделал шаг внутрь и замер. В углу на куче старой соломы лежали двое медвежат, прижавшись друг к другу. А рядом с ними сидел маленький мальчик лет 4. Он был худой и бледный, но в его глазах было спокойствие. Перед ним стоял медведь. Зверь аккуратно положил сверток на пол. Ткань развернулась, и из нее выпали куски хлеба и мяса. Мальчик тихо засмеялся и погладил медведя по голове. Тот спокойно прикрыл глаза и лег рядом, словно огромный сторож. Петр Степанович не мог поверить тому, что видел. Опасный зверь, которого люди боятся больше всего, заботился о ребенке. Здесь, в холодной заброшенной хижине, медведь стал для мальчика защитником и единственным, кто приносил ему еду. Лесник сделал еще один осторожный шаг. Пол под ногами скрипнул. Мальчик резко обернулся и испуганно прижался к медведю. Зверь поднял голову и внимательно посмотрел на лесника, но не зарычал. Петр Степанович медленно поднял руки. «Не бойся», — тихо сказал он. Мальчик некоторое время смотрел на него, а потом тихо произнес: «Это мой друг, он меня спас». Эти слова заставили лесника замереть. В хижине становилось темнее. Последние лучи солнца пробивались сквозь щели в стенах и освещали странную картину. Человек, ребенок и огромный медведь. Ночь опустилась на лес. Петр Степанович остался в хижине и слушал историю мальчика. Несколько дней назад ребенок гулял в лесу с родителями и потерялся. Он долго бродил один, плакал и очень боялся. А потом из темноты появился этот медведь. Мальчик сначала испугался, но зверь не тронул его. Он просто положил рядом кусок еды. С тех пор они были вместе. Медведь приносил пищу, согревал его ночью и привел в эту хижину, где было безопаснее. Петр Степанович слушал и чувствовал, как сжимается сердце. Теперь ему нужно было принять решение. Как забрать мальчика в деревню, чтобы медведь не напал на него? Медведь вдруг поднял голову и долго посмотрел прямо в глаза леснику. И в этом взгляде было что-то большее, чем просто настороженность. Будто он понимал, что судьба мальчика сейчас решается. Петр Степанович медленно вздохнул. Он понял одно: этот зверь не враг. Иногда даже дикая природа способна проявить больше человечности, чем люди.